Привет, друзья! Сегодня приготовим шашлык в казане. Ну а прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать вам магазин imhashop.ru. В imhashop вы можете приобрести казаны, торцевые доски, пчаки, печи под казан, шампура и многое другое. Доставляет imhashop по всему миру. Ссылочку на магазин я оставляю в описании. Напишите, что от Тихона, получите приятный бонус. Ну а мы начинаем готовить. И первым делом баранину, конечно, нужно разделать, удалить лимфоузлы и нарезать на хорошие порционные куски, как для шашлыка. Сейчас вы видели, как я вырезал лимфоузел. Многие спрашивают, что это такое, и вот именно из-за него баранина пахнет неприятно. Посмотрите, в нем находится такая серая жидкость. Аккуратненько его разрежем. Вот такие, видите? И вот эти железы пахнут во время приготовления. Поэтому от лимфоузла мы обязательно избавляемся. Просто выкидываем на землю. В интернете вы найдете большое количество рецептов о том, как приготовить шашлык в казане, и большинство людей используют свинину. Я считаю, что это не совсем правильно, потому что хороший вкусный шашлык получается из баранины. И нарезаем на хорошие порционные кусочки. При необходимости зачищаем мясо от пленок. Смотрите, какое потрясающее мясо. Шикарное мясо. Осень, мухи летают. Нам оно не надо. И приготовим маринад для нашего мяса. Для этого в блендере измельчим лук, для того, чтобы выжать из него максимальное количество сока. Нарежем немного, чтобы блендеру было проще справляться. Здесь у меня налито немного воды. Так будет проще измельчать. Вот такая кашица получается. Отправляем на марлю. Собираем марлю и хорошенько отжать. Вот что у вас должно остаться. Витаминный запас. Теперь мясу нужно добавить вкусы: соль, перец, специи. Мне потребуется кориандр. Надо хорошенько растереть его в ступке. Вот так. И отправляем в мясо. Сюда же отправляю черный молотый перец, чабрец, он же тимьян, и хорошенько посолить. Подключаем руки, активно перемешиваем и вминаем в наше мясо специи и луковый сок. Нам нужно, чтобы все хорошенько и равномерно распределилось. Шикарно. В таком маринаде мясо достаточно буквально час, и его можно отправить жариться в казан. Дождемся, а пока приготовим соус. Соус у нас будет достаточно простой. Перетрем томаты, чеснок, зелень, соль, перец. Хороший, свежий летний томатный соус. И замаринуем красным лучом. Очень классические гарниры для хорошего шашлыка из баранины. У помидора уберем плодоножку. Можно, конечно, и от шкурок зачистить, если кто-то хочет. Но я не считаю, что это принципиально. Помидоры сочные. Добавляем чеснок, зелень и доводим до вкуса. Немного кинзы, петрушки и базилика. Посолить. И сахар, чтобы убрать кислоту томатов. Чайную ложку растительного масла. Шикарный свежий томатный соус к шашлыку. Отличная альтернатива магазинному кетчупу. И классический маринованный лук. Я использую красный.
Надо его хорошенько пошинковать. Лук присолить и добавить немного сахара. И хорошенько размять. Добавляем сюда яблочный уксус и еще раз перемешать. Буквально полчасика и великолепный маринованный лук у вас готов. Как раз можем разводить казан, начинать греть его и готовить наш шашлык. Ну что, друзья, баранина промариновалась, это значит, что можно отправляться ее жарить. Для этого нам потребуется, ну, конечно же, курдюк. Курдюка нам нужно будет много, потому что и мясо у нас получилось практически 5,5 килограмм. Также мы будем обжаривать репчатый лук, 2 головки, вполне достаточно. Курдюк нарезаем мелким кубиком, потому что он еще сыграет роль в подаче блюда. А лук нарежем полукольцами, достаточно толстыми такими. И ставим разогреваться казан. В холодный казан отправляем курдюк и вытапливаем его до состояния хороших золотистых шкварок. И отправляем курдюк. Отлично. Курдюк нужной консистенции, ну или цвета. Вытаскиваем его и отправляем обжариваться репчатый лук. Смотрите, какой золотистый красавец. Он нам еще пригодится. И отправляю репчатый лук. Он обжаривается очень быстро, поэтому далеко от казана не отходим. Во время такой интенсивной обжарки лука выделяется большое количество пара, поэтому будьте аккуратны и не обожгитесь. И вынимаем лук. Лук не только понадобится нам для подачи в качестве хрустящего наполнителя, также он отдал свои ароматы курдюку. Теперь мясо будет обжариваться в еще более ароматном жире. Мясо мы будем обжаривать частями, закидываем небольшими порциями и обжариваем до красивой золотистой корочки. Убедитесь, что курдюк разогрет очень сильно. И небольшими порциями отправляем мясо. Вот такая обжарка и есть отличительная особенность настоящего хорошего шашлыка в казане. Наша цель – придать хорошую румяную корочку, как у шашлыка, приготовленного на мангале, а не сварить мясо в луковом соке, как показывают некоторые. Вы посмотрите, какая красота. И каждый раз перед тем, как закинуть следующую партию мяса, убеждаемся в том, что курдюк обратно сильно раскалился, потому что во время жарки у нас выделяется большое количество сока, соответственно, вода попадает в масло и остужает его температуру. А для того, чтобы была красивая корочка, повторюсь, нужно очень горячее масло. Шикарно. Мясо у нас обжарилось, но оно еще не до конца готово. Нам нужно его буквально 10-15 минут потомить. И мне нравится делать это с добавлением белого вина. Поэтому убираем лишнее масло, закладываем обратно целиком уже все мясо, добавляем вино, закрываем крышкой и ждем. И добавляем вино. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь этим видео со своими друзьями. Давайте пробовать. Только посмотрите, как аппетитно все выглядит. Баранина полностью готова. И, конечно, самым правильным способом поедания будет объединить лепешку, соус, лук и наш шашлык. Немного свежего томатного соуса. Маринованный лучок.
и мясо. Пробуем. Просто феерия вкусов, господа. Баранина, ароматная, сладкий лучок, хрустящий курдюк, маринованный лук, томатный соус, лепешка. Все это идеально сочетается и очень вкусно. На этом у меня все. С вами был Тихон. До скорых встреч. Пока-пока.